Марина, хотим новую виллу недалеко от Плая-де-Аро с видом на море и в пешей доступности до пляжа. Ваше желание для меня закон. Меня зовут Марина, вы на канале Damlex Realty, и сегодня я вам покажу именно такую виллу, новую, современного дизайна, недалеко от Плая-де-Аро и в пешей доступности до моря. Ну а теперь поехали! Мы сегодня с вами находимся в городе Плая-де-Аро, поселок Лос-Пинос. И я с удовольствием представляю вам новую виллу, построенную совершенно недавно. Она только-только закончена. И моему счастью нет предела, потому что таких вариантов у нас на побережье крайне мало. И сейчас я приглашаю вас вместе со мной посмотреть этот дом. Я этот дом в законченном виде не видела. Последний раз я здесь была, когда была только структура. И для меня это тоже будет большой секрет и открытие. Давайте откроем этот дом для себя вместе. Итак, мы попали в прихожую. Она не очень большая. Да, здесь у нас сразу же лестница, которая идет на второй этаж. Потом я вам объясню особенности конструктива, почему именно, он, так скажем, компактный. Но при этом у нас в прихожей сразу есть шкафы платяные. Сюда можно поставить мягкий пуф, повесить зеркало. Мне очень нравится здесь цветовая гамма. Здесь этот цвет называют иногда цвет бизон. Он ничего общего с бизонами не имеет, но вот эти оттенки такие серо-бежевые, очень приятные. И если кто-то внимательно смотрит наши видео, то наверняка узнают эти двери. Они уже у нас были в одном доме. Я думаю, это один и тот же производитель. Немножко меняется окантовка, но в целом один в один. Высокие потолки, высокие двери. Вот высокие двери, они для вас обойдутся для строителя дороже. Но это создает пространство. У вас не на потолке, не на голове эта дверь заканчивается, а под потолком. И это все как делает конструкцию летящей, стремящейся вверх. И такие дома очень востребованы и продаются быстрее, чем со стандартными дверями. Поэтому, казалось бы, дверь, что такое? Не самое главное в доме, а нет. Итак, я, видите, в доме первый раз, поэтому сразу я попала в постирочную. Начнем с нее. Компактная, небольшая. Я так понимаю, что в этом доме нас будет встречать все более такое компактное, исходя из размеров дома и размеров участка. Я уже из размеров участка могу понять, какой примерно будет дом. Но здесь все предусмотрено. Сюда стиральная машина, сюда сушка. И те вещи, которые нельзя в сушке сушить до сухого состояния, вот мы вышли, и мы можем повесить здесь, так называемый задний двор, повесить эту одежду посушиться или проветриться здесь. Очень удобно. Очень классно. Самое главное, на одном уровне и нет никаких ступеней. Итак, давайте идем открывать этот дом дальше. Здесь у нас спальня. Вот сразу вижу, люди, которые проектировали этот дом, они ориентируются не на одну группу покупателей, а на все. Потому что, допустим, европейские покупатели, французы, голландцы, немцы, они никогда не купят дом, если на первом этаже на уровне гостиной нет спальни с санузлом. Я уже там его заприметила. Потому что люди покупают на старость, они собираются здесь доживать свой век, как говорится, поэтому по ступенькам бегать не хочется. И когда возраст достигает своей критической отметки, когда ты не можешь побегать по ступенькам, люди будут жить здесь, собственники, и у них на одном уровне все. Вот вам, пожалуйста, техническая комната, вот санузел полноценный, с душевой, полотенцесушитель, уже все есть. Ой, очень мне нравятся здесь цвета. И вот вы живете на одном уровне. Выход сразу же к бассейну. То есть очень удобно. Ни лестниц, ни порогов, ничего нету. Мы живем на одном уровне, но при этом в доме. Как будто бы в квартире, но в доме, потому что у нас есть свой собственный участок с бассейном. Так, тут у нас холодильник. Техника здесь мебели, кроме
холодильника. Холодильник АЭК. Посудомойка тоже АЭК. Духовка, пароварка Мели. Варочная поверхность Мели. Ой, мне очень нравится это решение. Вот смотрите, здесь нет вида на море у этого уровня. Но есть вид на улицу. Можно было бы сделать все то же самое, но поставить здесь глухую стену. И это бы сразу, от этого дом сразу бы проигрывал. А здесь, посмотрите, какая классная панорама. Супер, мне очень нравится. Вот это очень грамотное решение. Браво архитектору. Я потом поинтересуюсь, кто, потому что толковых архитекторов я всех беру на заметку. Опять же для вас. Так, здесь смотрите вообще как классно. Аж обычно делают стандартно один выдвижной шкафчик. Здесь их два. Очень здорово. Это у нас здесь для кастрюли, я так понимаю. Судя по лампе, здесь у нас подразумевается обеденная зона. Ну, зона для завтраков или обеденная. Что мы здесь видим? Гостиная здесь не очень большая. Но опять, здесь весь дом будет компактный. Это зона диванная. Здесь должны быть диваны, вот телевизор, да. И здесь обеденная зона. Здесь у нас под лестницей такая внушительная кладовка. Гарри Поттера можно пригласить сюда. Вот комната под лестницей уже готова. Прежде чем подняться наверх, давайте выйдем на террасу. Опять вы видите вот это решение, когда верхняя терраса, она становится козырьком для нижнего этажа. Классно, я люблю такие решения. Естественная тень без каких-то выкрутас. Здесь газон ярко-зеленый, но не натуральный, искусственный. Так как дом только-только закончен, и придать ему товарный вид, постелили зеленый искусственный газон. Но здесь есть автополив. Можно спокойно поставить, расстелить натуральный газон. Есть, я вижу, уже ночная подсветка по периметру. Очень, кстати, стильная, такая минималистичная. И под уже высаженные молодые деревья. Если кому-то не хочется ждать, когда деревья станут большими, у вас есть вариант вместо этих деревьев посадить сразу большие пальмы, как вот и там, где в конце бассейна мы смотрим на пальмы. Тоже, кстати, очень классно обыграли дом, находящийся напротив. То есть мы не упирается взгляд сразу к соседнему дому. Кому-то, если хочется приватности, можно туями засадиться и закрыться от соседей. Как я люблю такие дома. Посмотрите, какой стильный, лаконичный, минималистичный фасад. Вот такого продукта у нас днем с огнем не сыщешь. Да, юг Испании, он заполнен такими домами. Даже, наверное, уже чересчур, и они поднадоели. У нас это жемчужины, которые мы выискиваем. И почему вот, например, сегодня я, бросив все, приехала смотреть этот дом и даже была, собственно, не готова для съемки. Да потому что собственникам удобно в этот день, а для меня крайне важно заснять этот дом для вас, потому что такие дома, как говорится, на дороге не валяются, и много их не бывает. Смотрите, как классно, когда у нас вот из черного и белого цвета можно сделать очень стильный дом. Смотрите, все лаконично, все минималистично. И еще мне очень нравится здесь плитка в бассейне. Непривычная, уже набившая скомину голубая плитка, а она, видите, зеленоватая. И вода приобретает такой зелено-изумрудный цвет. И вот в таком сочетании, вот если встать здесь напротив, ну это прям вау. И я очень рада, что у нас на рынке появился такой стильный, классный дом. Здесь у нас есть душ. Немаловажная деталь. Вы помните, что дом и стоимость дома, она создается из деталей. И каждая деталь важна. Здесь уже установлена система наблюдения наружная. Причем я вижу довольно-таки серьезная. По всем углам, по периметру стоят камеры наблюдения, записывающие. То есть это тоже та часть
сметы, которая была на строительство, была заложена на организацию системы охраны. И это немаловажно. То есть вам уже об этом беспокоиться не нужно. Здесь у нас зона для барбекю. Очень классная. Вышли из гостиной. Барбекю, бассейн. И еще раз подчеркиваю, все на одном уровне. Классно и удобно. Немного о месте, где мы находимся. Эта улица у нас одностороннего движения. Зона резиденциальная, очень тихая, очень спокойная. При этом, недаром я в начале обзора сказала, что это дом с пешей доступностью до моря. Мы спускаемся, но это максимум 5 минут, 5-7 минут, и мы на пляже. И мы можем пешком дойти до центра Плая-Дару, где магазины, рестораны, где бурлит вся жизнь. При этом летом, когда там чересчур много людей, вы находитесь здесь, в оазисе тишины и спокойствия, как я люблю говорить, но это очень важно. То есть вы не привязаны к транспорту, но вы находитесь в спокойном месте. За такую привилегию жить рядом с городом мы платим тем, что у нас маленькие участки. Именно поэтому этот дом компактный, потому что норматив строительства привязывается к размерам участка. Здесь нельзя построить без отступов от дороги, без отступов от соседей, поэтому мы живем возле города, но мы теряем в размере участка, мы теряем где-то в виде на море, но приобретаем другую ценность, возможность пешком сходить на чашечку кофе. Вот здесь рядом есть 5-звездочный ресторан Кала Дель Пи. Можно спуститься, попить чашку кофе, позавтракать, поужинать или в центр города прогуляться. На пляж. Просто с полотенчиком взять его и пойти. Вот за эту привилегию люди платят деньги, в обмен на более компактные дома и участки. Сейчас мы поднимаемся наверх. Как здесь классно вписались вот эти черные перила. Витражное окно. Вот опять. Сделай здесь глухую стену, и этот дом сразу теряет. Вот он сразу дешевеет, становится дешевым. И очень часто строители, у которых бюджет ограничен, или просто они до этих фишек не додумываются, экономят вот на этом. Да, такое окно строителю обходится недешево, но это удорожание самого дома. Удорожание даже не столько в бюджете, сколько он смотрится дорого. Так, и мы начнем отсюда. Я, честно, не знаю, где тут главная спальня. Так, начнем не отсюда, потому что у нас сегодня активно съемка идет. Там снимают. Идемте сюда. Так, я думаю, что это, наверное, не главная еще спальня. Да, здесь, конечно, минусы, его надо признать. Это соседний дом, который нам перекрывает вид на море. Так, здесь у нас санузел с душевой. Размер вполне нормальный, не огромный. Здесь уже оттенки немножко такие. Пол, вот я вижу, плитка такого песчаного цвета. Но очень гармонично смотрится и сочетается с цветом шкафов. Вот с этими черными лампами. Очень красиво. Так, вот спальня, с которой я хотела начать. Размеры вполне себе нормальные. То есть здесь у нас 4 спальни. Одна внизу, мы ее видели, вот 2, и там еще 3. Вполне себе хорошие спальни. И заметьте, они все с санузлами. Да, они, может быть, и не гигантские, эти санузлы, но они есть. И у каждого в комнате будет свой санузел. Согласитесь, это очень классно. Здесь что нужно отметить? Здесь везде предусмотрены датчики выставления температуры, кондиционирования. То есть все очень удобно, все продумано. Здесь есть свой балкончик. Такой приятный. Видите, если бы не дома перед нами, то вид на море был бы, конечно, совершенно другой. Вот здесь с угла видно. Но что делать? Мы все хотим жить у моря. Вы, вернее, все хотите жить у моря. Вы просите дома у моря. И таких, как вы, очень много. Поэтому люди... Вот, кстати, эти дома как образовались? Здесь был один большой участок. По нормативу его можно было разделить на 2. Разделили и построили 2 виллы. И так делают все собственники. Все, у кого норматив позволяет размежевание земель, я вас уверяю, все делают, потому что это клондайк.
Почему? Я в каком-то видео говорила, покупка земли – это ваша обеспеченная старость, ну или ваших детей. Потому что те, кто владеют землей, на сегодняшний день владеют очень хорошим активом. Да, вот это главная спальня со своей террасой. Ну, здесь вид совершенно другой. Конечно, дома здесь все равно присутствуют соседние, но они уже не так перекрывают вид на море. Потом надо не забывать о том, что здесь будут шторы висеть. И, в общем-то, вот здесь мы вообще-то, да, это закроются шторы, мы не будем видеть этот дом абсолютно. Вот отсюда очень хорошо видно, какая красивая плитка у бассейна. Очень стильно, очень красиво. Широкая терраса. Для такого компактного дома, посмотрите, какая терраса. Она позволит здесь поставить лежаки или какой-нибудь диван, мебель мягкую, такую, ну, террасную. Очень красиво смотрятся вот эти балки поперечные, но они нас не закрывают от дождя. Что делают у меня некоторые клиенты? Они ставят стекло сверху, прозрачное. То есть стилистика и эстетика не меняется, но вы сможете здесь находиться даже в дождливую погоду. Здесь у нас гардеробная зона. Она небольшая, но дом компактный, поэтому здесь, понятное дело, большую вы не сможете гардеробную взять. Так, санузел. Этот уже побольше. Да, вся мебель у нас есть. Раковина для мужа, для жены. Я так понимаю, да, здесь унитаз с функцией биде. Сейчас в последнее время все меньше и меньше ставят биде, потому что биде съедает место, пользуются им не так много и не так часто, поэтому ставят унитазы с функцией биде. Это более практично и не занимает столько места. Так, давайте посмотрим, что у нас с парковкой. Этот дом, и который вот рядом строится, вы обратили на внимание, такой же, как этот. Они оба в продаже. Один из них стоит 2300, другой 2600. Я думаю, я уточню у собственника. Наверное, этот 2300, потому что вид похуже. Тут больше выдвинут туда к городу, у него более открытый вид. Он, наверное, 2600. И он чуть-чуть побольше, я думаю, участок. Так вот, те дома, которые на горке, то есть они от нас еще на раз-два, на 2 улицы выше. Они стоили 2300. Там побольше участок, там побольше дома, но цена 2300, а вы находитесь значительно, ну, в 2 раза дальше от пляжа. Вот такое у нас формирование цен. То есть чем ближе к морю, тем дом может быть. Если мы говорим о равнозначной категории домов, о новых домах, они могут быть, ну, разница в цене быть, либо разница в метражах, как в этом случае. Здесь дом меньше, участок меньше, но стоит столько же, как дома вот там на горке. В доме теплые полы, во всем доме. Очень хорошая высота потолков. Вы сегодня со мной в качестве инспекторов тоже. Мы инспектируем дом. Да, я же тоже в нем первый раз, поэтому я все смотрю, я все подмечаю. Все плюсы и минусы. А я так понимаю, что это впоследствии можно вообще будет открыть, сделать открытую. Скорее всего, по нормативу пришлось им закрыть, потом откроется, потому что иначе эти жалюзи для чего? Это окно будет здесь 100% в зоне барбекю. Ой, классное решение. Это заливают, я не знаю, это в смолу или в клей в какой-то специальный. То есть это гравий. Боже, как мне нравится. То есть он выглядит как гравий. Я давно такого не видела. Сейчас просто насыпают. Он, конечно, классно шуршит под ногами, когда он насыпной. Я сразу вспоминаю свой любимый Прованс. Но это ж трава через него растет. Это ж его не помоешь, и как его чистить, если там садовника у вас нет, или он не приехал, или еще что-то. Это, конечно, история так себе. А вот это, представляете, это все выдул, помыл, дождь помыл. И вот парковка. Здесь парковка на одну машину крытая, ну и здесь можно машину поставить. Отвечаю на вопрос тем, кто скажет, а что ж они не сделали парковку крытую до забора? Нельзя. У нас по нормативам нужно отступать от границ соседнего участка 3 метра, 3 метра, 3 метра,
3 метра. В некоторых местах от улицы нужно отступать аж 5 метров. Вот я думаю, здесь как раз эта история была. Поэтому у вас есть размер участка, вы отступили со всех сторон, вот у вас пятно застройки, и вы выкручиваетесь как хотите. Вот здесь выкрутились, я считаю, на 10 из 10, потому что ну просто выжили по максимуму из того метража, который можно было построить. Если у вас остались вопросы по этому объекту или вы хотите заказать просмотр, оставляйте заявку в комментариях или в личном сообщении. Все контакты будут под этим видео. Ну и в процессе записи этого обзора у нас родилась такая идея. Посмотрим, как вы ее оцените. Что вы думаете, если мы проведем подобный обзор какого-нибудь объекта, мы его выберем в прямом эфире? То есть вы сможете в прямом эфире участвовать в просмотре и в записи обзора. И если эта идея вам кажется интересной, пишите в комментариях, и мы обязательно анонсируем это заранее и проведем с вами прямой эфир, где вы лично сможете задавать мне любые самые каверзные вопросы, связанные с обзором данного объекта. Ну и я с вами буду прощаться. С вами была Марина, вы на канале Дамлекс Realty, и до новых встреч!